В предыдущих выпусках мы запилили отличную кабину с массой деталей, покрасили и поставили в нее крутое кресло. Рекомендуем посмотреть сначала их. В этой части мы разберемся с внутрянкой и нишами шасси и подготовимся к установке крутых стоек. Деталей и нюансов тут тоже масса, так что будем пробираться через них вместе. Ведь темп модулс в эфире. Поехали! Выполняйте левую 10-минутную коробочку с рабочей 90-270. Ленточка для перископа. Сначала разберемся с воздухозаборниками. И, пожалуй, из внутрянки это самая простая часть. Сразу вижу внутри канала толстый жирный стык. И тут же пытаюсь оценить, насколько его вообще будет видно при полной сборке. Ну и во-первых, скорее всего будет видно, а во-вторых, все-таки стык есть стык, лучше его убрать. Предразбавленная, если хотите, жидкая шпатлевка очень удобная в нанесении штука. Однако она обладает недостатками модельных шпатлевок. Долго сохнет и сильно усаживается. Беру палочку от суши и суперклеем фиксирую кусочек грубой шлифовальной губки, затем вывожу стык и убираю излишки. Правда, без фанатизма изъяны тут будут практически незаметны, если они мелкие. Далее по классике под металлик грунтую черной грунтовкой и затем крашу канал в алюминий. Можно и в зеленый цвет покрасить. Для лопаток двигателя беру АК Extreme Metal в сталь. Ему не нужен растворитель, он сразу готов к нанесению, мелкозернистый, вообще крут. Хотя я встречал слухи, что он настолько прочный, что его не нужно покрывать лаком перед смывкой. Я проверял, нужно, иначе White Spirit его смоет. Я тут и синюю побежалась, накрасил и кончик обтекателя в алюминий задул. Можно было и оттенок металлика желтее подобрать. Но это все полный суслик уже сейчас, а уж после полной сборки воздухозаборника так и подавно. Вот уж куда важнее, как можно более аккуратно усадить створки перепуска воздуха. Они на реальных машинах имеют едва заметные стыки и идут вровень с поверхностью воздухозаборника. У ГВХ в этом месте стыкуемость проблемная. Я понадеялся на шпатлевку и уже сейчас на монтаже кричу вам выжать тут на этом этапе максимум. А еще нужно убрать ступеньку на стыке этой чашки. Для этого просто выбираем толщину в этом месте изнутри, а потом при приклеивании сильнее прижимаем стенку. Тут с ребрами жесткости тоже вопросы, они не хотят состыковаться со стенками, хотя по идее должны. А когда корпус садится в пазы, то еще и они не дают прижать как следует. Да и надо ли тут вообще эти стенки? А в этих окнах есть детализация, особенно в переднем, и очень портит вид толщина пластика. Так что тут я эти ребра жесткости сначала срежу, а потом уберу в этих местах чуть толщины поверхности. И еще толщину убираю на стенках воздухозаборника. Бумажных масштабных толщин тут, конечно, получить цели не было, но согласитесь, уже так все смотрится гораздо лучше. Через весь корпус идет едва заметный шов литья, который очень легко убрать. Так, настало время разобраться, что и в какие цвета красить. Судя по вкладышу, китайцы рекомендуют красить воздухозаборники в такой цвет, но при этом дают код на теплый песочный C313. Причем на разных фото цвет воздухозаборников кажется и таким, и таким. Хитрые какие. 100%, что оттенки это результат степени износа, разных условий освещения и настройки аппаратуры при съемке. А так везде это один и тот же цвет. Для ниш предлагают оттенки серого C324 и C325. Створки ниш. Для моего борта переднюю предлагают в серый, а основные в красный. Когда я уже пошел своим путем, всплыла единственная фотка моего борта общим планом. И да, китайцы что-то знают. И ниши действительно, скорее всего, серые, передняя створка тоже. И, кстати, что-то мне подсказывает, что и створки основных ниш тоже серые, а не красные. Я отсмотрел референсы и выбрал наиболее часто встречающуюся схему, где ниши пневматиков серые, ниши стоек вдоль воздухозаборников песочные, и при этом подробно видно, в какие цвета покрашены разные детали. Для передней ниши выбрал цвета, как на этих фото. Видно, что поверхности не окрашены, а покрыты тем же составом и пленкой, о котором я говорил в серии про кабину. Эти фотки говорят мне о том, что и воздухозаборники это тот же зеленовато-песочный металлик. Если я не прав, поправьте в комментариях. А раз тут у нас тот же самый желтый защитный металлик или анодированная пленка, то и крашу я полюбившимся мне способом. Сначала задуваю все в алюминий. И хочу сделать вариативность, как на этих фотках, где торцы и кусок на верхней поверхности ниши просто металлические, ну или светло-серые. А потом беру те же краски, что и в кабине использовал, и смешиваю на глаз нужный мне оттенок, который, разбавив пожиже, тонким слоем, не перекрывая металлик, наглухо аккуратно наношу. Давление компрессора при этом ставлю пониже и достигаю нужного мне эффекта.
блестит так, как мне надо, прям балдеж. Петли и перфорацию воздушных клиньев смываю черной смывкой. И теперь внутри остается нанести только базовый светло-голубой оттенок окраски. Для металлической окантовки брал тот же AK Extreme Metal сталь. И его же для подъемной защитной решетки. Рубрика «Бомбим от инструкции». Это с зумом. Это тоже все еще с зумом. Как в ГВХ предлагают тут что-то разобрать? Они сами-то пробовали? Тем более, что декаль, по всей видимости, немного то ли крупнее, то ли длиннее и, скорее всего, наносится не ровно, как в инструкции, а под углом. Я, как не примерял, вписать корректные копии, так и не смог. Зато с цветом воздухозаборника, как по мне, я попал просто на ура. Что думаете, пишите в комментариях. Для передней ниши тоже черную смывку брал. Столкнулся с тем, что нормальных референсов на детализацию боковых стенок передней ниши почти нет, а те, что есть, в основном на правую. Левую пришлось красить по этим фоткам, это все, что я нашел. Так что то, что ближе к стойке, красил практически вслепую, работаю на детализацию, а не на копийность. Опять кайфую и расслабляюсь смывкой после напряженной покраски кистью. Особенно забавно, что на заре занятия моделизмом, пока я не подобрал хорошие лаки, смывка для меня была настоящим мучением и испытанием. Подробнее про лаки я говорю в выпуске про кабину и кресло, ищите там. Тем временем детали к стенкам закреплены на клей для прозрачных деталей. Для ниш пневматиков инструкция советует C324. Я взял фото и выбрал по нему C306, а вообще подходят оба. Ретардер же добавляю, чтобы легче было красить тонко по детализации. Краска сохнет медленнее и меньше налипает на иглу. Факел дольше остается тонким и аккуратным. А теперь беру этот замечательный референс, подбираю по нему палитру акрила под кисть и снова, ловя флешбеки по краске деталей кабины, крашу всякую обмотку шлангов, добавляю светотени, складок и хомутов. Благо, последние даны прям рельефом на шлангах и ничего придумывать не надо. Хотя не на всех данных, где-то все-таки нужно на глаз накрасить. Шланги в таких вот батареях имеют разные цвета, и нужно сверяться по вот таким вот фотографиям. Точно вы не попадете, там разница между пластиком и реалом где-то в 2 шланга, если я не обсчитался, конечно. Но наподобие я получаю вот что-то такое. Вот по такому вот раскладу, надеюсь, вам легче будет красить и ориентироваться, потому что я добивался максимального попадания в фотку. Где в нишах лежат шланги, смываю почти черной смывкой, и ей же проявляю каждый шланг в батареях. Блин, наверное, правильнее называть это связкой. Ну, что поделать, в пластике они выглядят именно как батареи. Опять кайф и чил. Ребра жесткости боковых стенок смываю темно-серой смывкой. Достоинство ниш пневматиков в этом наборе в том, что их можно сначала собрать, а потом заполнить шлангами, и никаких трудностей и акробатики при этом. А в итоге вижу, что в сборе все смотрится сложно, детализированно и интересно. Я доволен. И почти никаких сусликов, перевернув модель, буду любоваться не зря проделанной работой.
А, про толщины самого фюзеляжа тоже стоит помнить и красить их в цвет ниш. Еще мне потребовалось закрыть стык проводов и шлангов хомутом из пивжести, чтобы все смотрелось единым целым. И стык основных ниш с фюзеляжем я тоже замазал. В итоге по нишам пневматиков остался этот маленький пульт. Знатоки по матчасти, пишите, зачем он нужен и что это вообще такое. Давайте теперь займемся частью ниш на корпусе воздухозаборника. Меня тут напрягают 3 пункта. Во-первых, стык чашки с корпусом. Во-вторых, дубовая детализация этого узла и пустое переднее окошко. В-третьих, пустое заднее окошко, отчасти. Тут будет стойка, но я покажу далее, о чем я. Со стыком все просто. Нужно только уберечь обилие клепки в этом месте. А ту, что не уберег, зашлифовывая излишки, верну вот этим балдежным карандашиком. Ну или какой-нибудь маленькой шило вам в помощь. Вообще, эта кучка карандашиков от Вес крайне полезна. Если найдете в продаже, берите, не задумываясь. А вот этот цилиндр с шлангами в окошке скидаю по принципу, чтоб там было что-то похожее. Деталь не совсем суслик, вполне заметна и стоит своих усилий, чтобы смотрелось интересно. Главный герой здесь та самая бисерная проволочка из серии про кабину. А вот этот вот узел, кстати, пишите в комментариях, что это, виден даже у стоящей на шасси модели. И зрелищные ракурсы, если его не трогать и оставить с коробочным, он способен подпортить. Ну, по крайней мере, по моему мнению и с моей насмотренностью. Добавлю еще продолжение шлангочков внутри, чтобы смотрелось органичней. По заднему окошку меня бесит, что эти провода обрываются в пустоту. Вот они на референсе. Я еще не знаю, насколько это будет заметно, зато знаю, что улучшить этот момент тоже легко с помощью припоя. А там на финальной презентации модели посмотрим потом, стоило оно того или нет. С деталировкой почти закончили, потому что, оказывается, есть еще и в-четвертых заметные проводки на чашке. Казалось бы, ничего сверхъестественного, а узлы смотрятся все интереснее и интересней. На правой тыльной части ниши стойки тоже добавил пару заметных шлангов, а на левую референсов вообще не нашел. Если есть, кидайте ссылки в комментарии. А так результатом доволен, осталось все это покрасить. Теперь очередь батарей проводов в нишах стоек. Тут еще и коричневая смывка понадобилась. Черную я использую на разных узлах и шлангах, а с коричневой ее смешиваю на песочной базе.
Думаю, очевидно, что чисто черная смывка тут смотрелась бы слишком контрастно и грязно. Итоговый результат задуваю лаком по аналогии, как делала с кабиной и креслом, то есть полуглянец с матовой присадкой. Как по мне, своих целей я добился и смотрится все интересно и детализировано. Потом тем более еще пару проводков добавится для хаотичности. Пишите в комментах, насколько в целом все вышло копийно, по вашему мнению, ну и добавить, если что-то есть. Будем общаться, короче. Перед тем, как состыковать воздухозаборники, снимаю краску для прочности соединения. И в местах, где корпус воздухозаборника максимально стремится отсоединиться от фюзеляжа, наношу чутка суперклея. Потом хорошенько прижимаю, и как суперклей прихватится, добиваю уже обычным модельным клеем. Ну и давайте для полноты повествования, чтобы уж со всеми вопросами разделаться, покончим с внутренней стороной створок ниш. Я по привычке добавляю чутка выразительности. Смываю, как и песочную базу, черным с добавлением коричневого, чтобы было меньше контраста. И вишенка на торте чутка чиппинга, тем более, что в реальных створках его хоть отбавляй. Теперь поршни створок. Сначала уберем кончики на боковых узлах, отлитых единым целым с поршнем. И добавим еще по одному боковому цилиндру, ведь на фотках видим, что их по два на каждый поршень. Видимо, технология литья из пластика не позволила сделать два сразу. А вот те самые проводки, которые создадут немного дополнительного хаоса в нишах стоек. Их излишнюю длину я уберу, когда дело дойдет до установки поршней. Штоки покрашу этим суперхромом. Он такой же крутой, как и Молотов, при этом менее капризный. И лучше наносить его в последнюю очередь, не закрывая лаком. Я сделаю двойную работу, нанесу, испорчу лаком, потом перенанесу в конце. Перенанесу. Корпус поршня крашу в цвет стоек шасси. Конец со стороны створки крашу в красный, а со стороны ниши крашу в металлик. Узлы на корпусе крашу один в бежевый, второй в нейтрально-серый, собственно как на фото. Теперь беру этот крутой полируемый металлик и крашу им баллон на передней створке. Потом чутка потрешь его, и появляется дополнительный блеск. Этот цвет, как видите, прям вообще тютелька в тютельку. Потом бахнул черной смывкой, приглушил полуглянцем с присадкой и нанес, в моем случае перенанес на штоки хром. И дабы не затягивать этот выпуск с стойками шасси, мы разберемся в следующем. Это будет дополнение из нашей новой линейки детализированных печатных стоек, так что там будет что показать, сравнить и балдежно покрасить. Офигеем от увиденного и получим удовольствие вместе, гарантирую. А потом мы еще все это установим в нише и, продемонстрировав в сборе во всех подробностях, логично завершим возню с внутрянкой, дабы перейти уже к самолету в целом. Так что убедитесь, что подписались на наш канал и включите уведомления. Подпишитесь также на нашу группу в ВК, чтобы точно не пропустить выход новой серии. Ставьте лайк под видео, поможете нам понять, что мы делаем что-то стоящее и надо продолжать. Увидимся в следующей серии. Пока.